Приветствую вас, друзья! Это игра Soul Mask. Мы с Индиго продолжаем в нее играть. И я решил снять небольшой видеогайд. Возможно, он будет кому-то полезным. По крайней мере, когда мне об этом рассказал Индиго, я был очень удивлен, потому что долгое время играем уже, да, почти месяц. И раньше об этом я не знал. Ну, собственно, и она не знала, узнала об этом в интернете. То есть, в самой игре, поэтому... По этому аспекту никакой информации не было. Ну, то есть ни в обучении, ни так. То есть узнать об этом, неоткуда было. Даже в самой игре. Речь пойдет о том, как можно сохранять воинов и в случае их смерти воскрешать их. Вы помните, в Myth of Empires воскрешать воинов можно было в палатках, да? Здесь есть система, которая тоже позволяет воскрешать погибших воинов, и я вам сегодня покажу, как это работает. Вообще, по умолчанию, та система, которая здесь присутствует, и которую мы увидели и узнали, по-моему, даже из обучения, в обучении где-то была такая информация, да, я имею в виду, какое обучение, это руководство. Вот. Сейчас не вспомню где, где-то тут есть обучение. Вот в этом обучении, здесь если все прочитать, вот очень много информации. Вот в этом обучении я узнал о том, что можно сохранять сознание воинов и потом их воскрешать. Для этого вот узел обработка данных, да, начнем с того, что говорилось в обучении, что необходимо разблокировать сперва узел маски, вот этот вот, обновление данных 1. И мы некоторое время играли, не могли этот узел отремонтировать, потому что здесь нужно было победить крокодила Собика, вот, чтобы этот узел разблокировать. Понятно, что с самого начала игры на крокодила, на босса не пойдешь, поэтому, где-то недели 2 мы, пока до Собика не ходили, этого узла не было, то есть мы не могли. Дальше, после того, как этот узел мы открыли, появилась еще одна проблемка. Обработка данных, вот, оцифровка соплеменников, вот здесь написано, что воссоздает тело соплеменника на основе данных, сохраненных на носителе. То есть по умолчанию это вот так работает, оцифровка соплеменников, но здесь нужно, видите, кольцо хранения данных, одна штука, чтобы сохранить сознание воина любого, да, нужно вот это самое кольцо. Кольцо можно изготовить, но для его изготовления, вот оно, требуется много ресурсов. Допустим, зеленые и синие кристаллы можно получить, да, с того же самого крокодила Собика. Дальше. Желтый кристалл добывать уже сложнее, это в подземельях, в пустыне. Где взять фотонный кластер мифрил, вот мы уже месяц играем, до сих пор не знаю. Я посмотрел в базе данных, написано, что добывается в высокоуровневом регионе с сундуков. Я подозреваю, что фотонный кластер мифрил будет выпадать в сундуках в регионе высокого уровня, там за 50 уровень, короче, уже. Пока до туда мы не добрались. И так как кольца хранения данных у нас нет и возможности его изготовить нет, соответственно, обработка данных у нас пока в простое, невозможно оцифровывать соплеменников, и сохранять их. Тем не менее, вот, мы же все ждали, когда вот появится вот эта вот возможность. Тем не менее, Индиго нашла в интернете способ, как можно уже прям в самом начале игры сохранять соплеменников. Для этого, кстати, потребуется всего лишь вот этот каменный стол. Да, здесь есть ограничение 5 воинов можно сохранить, вот здесь вот. И здесь никаких ресурсов почти не нужно. Сейчас я вам это покажу. Я вот уже 4 сохранил, сейчас еще 5-го сохраню. Что вам для этого нужно? Только вот этот вот стол. Вот этот вот таинственный каменный стол добывается в самом первом подземелье, куда вас направят по заданию, по квесту. В продуваемых дюнах, вот это вот подземелье в старых руинах, оно проходит уже на 25 уровне. Вот. Мы его прошли чуть попозже, где-то уже, наверное, 30 у нас уровень осознания был, и у нас уже была бронзовая броня. Я не знаю, наверное, может быть, даже в костяной броне его можно пройти. Вот. Мы проходили в бронзовых доспехах и там просто пробежали, на ура. Там мобы 25 уровня. Все просто. И вот там добывается первый каменный стол. Конечно, эти каменные столы добываются и в других подземельях. Вот здесь тоже каменный стол, и в остальных. Но самый первый вы получаете вот в этом подземелье 25 уровня.
То есть все, что вам нужно, вот такой вот стол. Ну вот с этой вот, с деталью, то есть не просто вот такой каменный стол, а еще вот такой вот деталь. Вот саму вот эту вот штуковину, да, таинственный каменный стол, мы нашли вот в этом подземелье. Что касается вот его расширения, я сейчас не буду врать, просто не помню. Либо мы его нашли здесь же, вот, в этом подземелье, либо мы нашли его вот здесь. Вот здесь в священных руинах он точно есть, но там мобы уже где-то, ну, 35 уровня. Вот там точно он есть. Ну, вот я не помню, откуда мы его первый принесли. В подземелье в старых руинах вроде бы там он тоже есть. Ну, не буду врать, просто я не помню, это уже было несколько недель назад. Так вот, вот это вот нужно. То есть отсюда будут выходить воскресшие воины. Дальше смотрите, как это работает. Все, что нам нужно, это вот этот таинственный каменный стол. Я вот сейчас прям в этом видеоролике сохраню еще одного воина. Я хочу пойти прокачать Машу охранника. Кстати, воины прокачиваются на манекенах, ну, буквально за одну ночь. 15 уровня вечером ставите его на манекен, ну, даете ему оружие всевозможное, и на следующий день заходите, он уже 50. Одну ночь он стоит на манекенах с оружием и прокачивается до максимума. Смотрите, что надо делать. Надо подойти к воину и сделать контроль. Здесь в этой игре можно играть за любого воина. Этого нет ни в Conan Exiles, ни в Myth of Empires. А здесь это есть. Видите, я перенесся в сознание вот этой Маши, да, ну, воина. И вот за нее могу играть. Так, дальше я подхожу к этому столу. Да, мой основной персонаж там просто садится, и он будет сидеть ждать. Здесь мы сделаем о входе. Так. И, по-моему, надо нажать вот эту кнопочку Е. И я здесь должен появиться. Да, все, видите? Ничего, никаких ресурсов не потребовалось. Вот, я появился в списке. Вот. Вот эти вот воины, ну, с учетом меня, 4 воина можно сохранить, да? Они здесь вот в этом списке сохраняются, и когда они умрут, их можно воскресить. Причем они воскреснут именно такими, какими вы их тут вот сохранили. То есть, если вы сохранили, например, вот это вот Маша охранник, она у меня какой-то 32 уровень, да, вот, и я пошел в подземелье, она в подземелье, ну, сразу же станет 50-м, если она там умрет, то когда я ее здесь буду воскрешать, она выйдет 32 уровнем, ну, с теми талантами, с теми навыками, которые у нее есть. Здесь, кстати, есть информация. Здесь есть еще глубокая запись, вот. Но она не срабатывает. Что здесь нужно, я пока... Ну, здесь как бы написано, что с помощью обычной записи могут быть воссозданы после смерти. Ну, вот то, что я вам сейчас и продемонстрировал. А есть еще глубокая запись. Они могут быть воссозданы после смерти. Их данные также могут быть скопированы в изначальных соплеменников, но возможность воссоздания будет утрачена. Ну, то есть я так подозреваю, что можно в другого воина ее сознание переносить, но тогда мы ее воскрешать не сможем. В общем, я не знаю с глубокой записью, пока не разбирался, не ковырялся. Ну вот, первое, что нужно, в самом начале игры, кстати, уже когда вы ходите с воином, и у вас воина убивают, жалко, конечно, терять, то есть вы взяли какого-то воина, да, там, начинаете его прокачивать. Ну, да, на манекенах все это делается элементарно, но все равно. Жалко, когда он у вас умирает, вы его теряете, ну и плюс еще, если у него еще таланты хорошие, да, всегда бывает жалко терять воинов. А кольцо отсутствует, и вы не можете. И вот такая возможность, 4 воинов всегда можно. Да, их, кстати, можно из списка убирать свободно. То есть вот вы пошли в подземелье, да, сохранили воина, привели домой, ну, можно отсюда его убрать. То есть вам вот этих 4 слотов, думаю, вполне достаточно, потому что на официальном PvE сервере, где мы играем, можно брать с собой только одного воина. То есть в 4 я никак не возьму, можно брать только одного. Поэтому взяли, сходили, если он остался в живых, опять отсюда его убрали, по новой его сюда занесли, чтобы все сохранилось, все таланты, которые он там новый приобретет в подземелье. Вот, в общем, вот такая система, вот так она работает. Ничего не нужно. Просто каменный стол нужен, и 4 воинов уже в самом начале игры вы можете сохранять. Вот об этом я хотел сказать, такое вот руководство. Да, все, я ее сохранил, ну и, разумеется, теперь возвращаюсь к себе, в Романа.
Control, все. И она там будет сохранена. Я сейчас в конце поставлю фрагмент. Вчера мы с Индиго ходили в подземелье, и наши 2 воина погибли на боссе, убивали босса, и там обоих воинов мы потеряли. Вот она, видите, сохранилась, Маша охранник. И я записал вчера, когда мы вернулись домой, мы вернули своих воинов, я вернул свою воина, которую потерял, и Индиго тоже вернул своего воина. Я вот сейчас этот фрагментик поставлю по тому, как возвращать погибших воинов, утраченных, тоже, чтобы это попало на видео. Все, благодарю за внимание. Вот такое коротенькое руководство по тому, как в самом начале игры уже можно, ну, почти в самом начале, потому что каменный стол-то вам в любом случае понадобится, то есть это вы уже должны будете сходить в первое подземелье. Но, по крайней мере, не надо ждать, когда вы сможете там добывать всякие вот эти фотонные кластеры, мифрилы для колец. Потому что, ну вот, говорю, месяц почти играем, пока до этого еще не добрались. А воинов сохранять нужно уже сейчас. Так что возможность такая есть в игре. Все, благодарю за внимание. Смотрите теперь фрагмент, как мы восстановили своих павших в бою воинов. Так, убили у нас с Индиго воинов. У меня убили Мамбу-Юмбу. А у Индиго убили варвара, да? Тебе же его тоже надо воскресить. Да. Так, о входе. Мамба. Покойник написано. Нажимаем сюда. Изменить у меня кнопка. Это надо нажимать. Да, изменить. Изменение. 5 минут пошло. Через 5 минут она выйдет? Не знаю. Ну, наверное. Да. Ну, должна, наверное. Счетчик там пошел. 5 минут. Так. Ну, иди своего тоже воскрешай. Четыре 30. Ладно, дождемся. А я не смогу, потому что там лежит уже одна. Надо сперва этого дождаться. Да. Перед тем, как в подземелье ходить, надо в ванной париться. Ты опять в ванну залез? Смотри, потому что... Нет, еще не залез. Тут уже Ты не занято. залез еще в ванну? Вон, смотри сейчас. Отмокать в ванне, это же так приятно. Принятие ванны ускоряет эффекты восстановления, восстанавливает боевого духа в секунду и максимальное здоровье. Сейчас добавится баф. Хорошее настроение на 1 час. Да. Приятное состояние после хорошего отдыха в уютном доме. Прирост опыта тела 60%. Лимит нагрузки плюс 15 и повышение или что там, понижение крит урона 6%. Сопротивление крит урону 3% и снижение крит урона на тебя 6%. 29, 28. Куда? Вот ждем, смотрим. Через 20 секунд выйдет. Как это будет? Ну как откроется, вон тут появится. Видео включи. Включил. И она выпрыгнула. Да. Ой, какая она мясистая. Мамба-юмба твоя. Мясистая. Это ты тощий карандаш. Что-нибудь у нее изменилось? Не знаю. Таланты никакие не пропадают после такой процедуры? Нет, нет, не должны. Сейчас я варвара своего воткну. Я не помню. А я его шпайхерила? Не знаю. Ой, да, шпайхерила. Что-то как-то она померла-то быстро. Слушай, Не она знаю. 49-й. Да. Ну да.
Она какой- там стала 50-й, потом померла. Да. Ну, в принципе, ничего не потерялось. Ничего не слетело. Все осталось.